April 1986. Europa holder pusten. Rapporter om sannsynlig eksplosjon i ukrainsk kjernekraftverk. Hva har skjedd? Hvor farlig? Sovjetmyndighetene tier, vanlig der i gården når det handler om ulykker. Men etter hvert siver det ut uhyggelige fakta. Brann i kjernereaktor i Ukraina. Atomsky på vei, også mot Skandinavia. Europa kan være truet av sykdom og massedød. Monstre må drepes, brann- og redningsmannskaper utkommanderes, også fra Estland. Det skulle bli en batalje. Store helseskader og en tidlig død for mange. En som beordres Viktor Hinkonen fra byen Jekvi i Estland. Må forlate familie, kone og barn, for med livet som innsats å bekjempe infernoet. Viktor kommer hjem, med helseskader som etter få år viser seg dødelige. Men når alt håp synes ute, får han livet tilbake. Каким образом и когда вы получили приказ? Через несколько дней после этих событий, взрыва на атомной станции Чернобыля, был отдан приказ, видать, с вышестоящих органов, чтобы каждое предприятие выделило машину с водителем и отправило в воинскую часть. Здесь была воинская часть гражданской обороны. Вот, она как раз занималась вот этими такими вещами. И когда все сконцентрировались туда, то после мы узнали, и то не конкретно, так вслух, что что-то случилось, и мы направляемся туда. А этот путь, конечно, был эшелоном, железнодорожные вагоны, вот, техника вся загружена, закреплена, и несколько суток туда ехали. Какой именно была работа там в Чернобыле? Чем вы занимались? Наш конкретный труд был, это солдаты копали почву на штыковую глубину лопаты. То есть вот такая, 30 сантиметров где-то там, да? Вот. Все это грузили в машину, и водители возили этот грунт, так называемые могильники. Были ли у вас на тот момент какие-то средства защиты? Нам, ну, во-первых, ХБ, костюм, у нас такой был прорезиновый. То есть он воздух не пропускал, пыль не пропускал, но, конечно, радиацию он не останавливал, это первое. И второе, нам дали респиратор, который единственный, и он от количества пыли уже через сутки не мог держать ничего, ну, дышать невозможно было. Что вы на тот момент слышали о возможных последствиях облучения радиацией? Ну, это еще со школы мы знали, что облучение чревато последствиями, вот, в зависимости от дозы, какую получишь. Вы работали много часов? В среднем 10 часов. То есть вы получали 10 рентген в час? Так можно сказать. Но я получал и другие водители, которые отвозили землю, вот эту, которую грузили в машины, в могильнике, то в могильнике там многократно больше было все это. Viktor Hinkonen har finske røtter, født i Karelen 1953. Dette historisk omstridte finsk-russiske området mellom Kvitsjøen og Finskebukta. Mest kjent vinterkrigen 1939-40, da Stalins tropper overfalt Finland, og til tross for tapper finsk motstand måtte finnene overgi store områder i Karelen som hundretusener flyktet fra. Til Finland, senere også til Sverige. Familien, Viktor i midten, sovjetiske borgere. De flytter til St. Petersburg, revolusjonsbyen, Leningrad som den het den gangen. Men ganske snart videre til Estland,
eller den estiske sovjetrepublikk der Viktor vokser opp. Med skolegang, arbeid, stifter familie. Ekteskapet med Ludmila inngås 3 år før Tsjernobyl-katastrofen. Bosatt i byen Jichvi utfører han sitt arbeid og andre oppgaver som lojal sovjetborger. Kommunist og ateist som han er. Виктор, у тебя и у твоей семьи были финские корни. Получилось ли вам сохранить язык или культуру? Ну, к сожалению, нет, язык не сохранили, потому что разговаривали родители с нами по-русски. Только по-русски. Ну, думаю, что этим помогут детям избежать тех трудностей, которые были у них при сталинизме. Вы воспитывались в атеизме и коммунизме. Приняли ли вы систему ценностей Советского Союза? Ну, естественно, если ты в этом живешь, это тебе говорят, воспитывают тебя в этом, то ты в это окунаешься. И впоследствии я стал коммунистом, да, я, так скажем, свято верил в светлое будущее для всего народа. Я активно участвовал и в комсомольской деятельности, и когда коммунистом был, в партийной деятельности, да, с людьми работал. Вот. Это все сказывалось на том воспитании, которое я получил, понимаешь. Но в Чернобыле я увидел такую ложь, от которой я содрогнулся. И когда я приехал с Чернобыля уже домой, я взял партбилет, пришел к секретарю партии и говорю: все, до свидания. Почему это произошло именно после Чернобыля? Ну, до этого времени я не видел, чтобы была бы такая явная ложь. Ложь не от самой, наверное, системы этих нравоучений. Ложь шла именно от людей, которые в этой системе. То есть люди пытались скрыть какие-то факты? Ну, естественно, люди жили нечестно. То есть, если у человека власть какая-то, то власть портит человека. Самой последней точкой оказалось это в Чернобыле, когда парторг, да, на собрании сказал, что нам нужно нести в народ, да, солдатам, такую весть, что ничего страшного не происходит, радиация на нас не действует, вот. Все будем живы и здоровы, никаких проблем. Работайте, главное сделать свою цель. Да? Ну а потом Родина вас не забудет. И после этого, когда люди стремительно начали увядать и заболевать и умирать, вы увидели, что это все было нечестно? Не, я уже там. Когда он мне такие слова сказал, я вот так вот глаза поднял, говорю: я такие слова людям говорить не буду. Они все учились в школе, они все понимают, что такое радиация и какие последствия этого, поэтому я такую ерунду не буду говорить никому. Была ли у вас какая-то вера в Бога? Ну, скорее всего, нет, потому что к верующим у меня отношение было такое, ну, как к ущербным людям, недалеким таким, отсталым. Вот. Поэтому, чтобы в своей голове такой какой-то маленький намек сделать, что я верю в Бога, не было. Тем более, как, знаешь, Гагарин там искал присутствие Бога и не нашел, да? И на весь мир писали, вот, никто не видел Бога. Нет, ну и в школе так это говорили. А людей, которые верили в Бога, да, я видел. И у нас в классе была девочка, которая ходила в церковь, в баптистскую церковь, вот, и она верила в Бога. Ну, учителя говорили: вот, не будьте такими. Вот видите, какой ущербный человек. Han sier altså farvel til kommunistpartiet, til løgner, korrupsjon og maktmisbruk. Og snart kommer det illevarslende opplysninger om senskader for svært mange av de tsjernobylske redningsmannskapene. Mange alvorlig syke, mange har bukket under. Med Viktor går det ganske bra, inntil videre. Men etter et par år forverrer også hans helsetilstand seg.
Han blir gradvis redusert til en energiløs, avkreftet mann i sin beste alder, så å si arbeidsudyktig. Skjønt noe jobb klarer han. Han kan kjøre drosje. Когда болезнь начала проявлять себя? Ну, скорее всего, она достаточно рано начала проявлять себя в отношении анализов. Вот, потому что врачи начинали более активно заниматься, исследовать, что, чего, к чему там, да. Вот, но ничего нам не говорили, вот, абсолютно. Все в секрете было. Вот, а физически почувствовал немощь, это уже почти 4 года прошло. Ну, я узнал, что очень разнообразные проявления бывают. Очень разнообразные. И у кого отказывается печень, у кого-то там почки, у кого-то там еще чего-то. Короче говоря, радиация, наверное, поражала в первую очередь слабые органы. Вот я к такому выводу пришел. Ну, а у меня, по всей вероятности, какое-то общее такое вот, но поражение произошло, что я даже не знаю, как это назвать, потому что чувство бессилия – это не от мышц, это что-то от нервной, наверное, какой-то вот реакции или еще от чего-то такое. Я не могу это объяснить. То есть у тебя периодически происходили какие-то приступы бессилия? Да, вот это самое. То, что ты каждый день уставал неимоверно сильно, как будто ты там лопатой махал с утра до вечера. Вот такая усталость. Это почти каждый день практически, да. Ну, к этому, как бы сказать, можно привык. Но когда у тебя вот такая отключка, и ты вообще ничего не можешь, ты только сидишь и никуда не можешь пойти, это уже очень было неприятно. Боялся ли ты смерти? Ну, это настолько трудный вопрос, что я даже не могу ответить. Я знал, что я к этому приближаюсь. Вот. И сказать, что я боялся, ну, это, наверное, неправильно. И сказать, что не боялся, ну, тоже неправильно. Каждый хочет жить, это однозначно. Вот. Ну, и какой выход из всей этой ситуации, тоже, ну, его не было просто, этого выхода. Тебе на тот момент исполнилось всего 40 лет. Что ты думал, что станет с твоей семьей, если вдруг ты умрешь? Ну, первое, что я так подумал, что, во-первых, на работе зарплату не давали. Ну, такой период был, что задержка денег большая, 2-3 месяца задержка. Семью-то кормить надо. Вот. И тут такая образовалась ситуация, что стали открывать кооперативы такси. Можно было купить патент и зарабатывать деньги. Ну, я так подумал, ну, хоть заработаю деньги, чтобы в семье было на что хоронить меня. Конечно, я это никому не говорил, но такая мысль абсурдная была, знаешь, это. Но я стал работать по вечерам. Главное, что физически ничего не надо делать. Сел, сидишь, рулишь. Вот на это у меня способности были. Gikk vi 1991. Kampen for Estlands uavhengighet fra Sovjetunionen tilspisser seg og lar seg ikke stoppe. Viktor Hinkonen fører sin egen kamp for livet. Han regner med å dø, og deretter, slik han ser det, ingenting. Men andre krefter er i sving som rokker ved hans steile ateisme. Ну да, была такая встреча интересная. Но до нее я хочу сказать, что дети Божьи ходили и проповедовали, разносили брошюрки, давали, говорили: Бог вас любит, Иисус вас любит. Вот. Я ни одной брошюрки не читал, все выкидывал в помойку. Вот. Потому что нутром, духом своим, который во мне был,
я это не принимал. Но когда однажды зашла в мою машину женщина, я не знаю, кто она, откуда она, да, но она отказалась садиться в первую машину и была согласна ждать меня. Я был последний в очереди в такси. Ждала, согласна ждать, когда я буду первый, и тогда со мной поехать. Но теперь я понимаю, что она и не собиралась ехать. Что она сказала? Она собиралась только со мной побеседовать. Вот. И она со мной побеседовала. Коротко, о погоде, о жизни. А потом в конце сказала, вот здесь написано о жизни. Если ты примешь все, что здесь написано, ты будешь иметь жизнь. И пошла. А я так держу и думаю, будешь иметь жизнь. Когда в моей голове сознание одно, что меня ждет смерть. Скоро. Понимаешь? Скоро за мной придет эта старуха с косой. А эта женщина мне предлагает, что здесь написано о жизни, которую я получу. И она передала вам Новый Завет. Да, печатный Новый Завет. Небольшая книжечка. Вот. Я ее туда спрятал, чтобы никто не видел. Вот. А когда никто меня не видит, я доставал и читал. Вот. Я взахлеб читал, я несколько раз перечитал. Вот. Ну, что я принял, то, что это сказка. Вот. Ну как это сказка? Там больные исцеляются, мертвые воскресают. Это человеческому моему разуму было неприемлемо, непонятно. Вот. Но так уж случилось, что Бог вел меня через это вот, шаг за шагом. Но исходя из вашей жизненной ситуации, хотелось вам дать Богу шанс? Ну, в общем-то, после этой встречи у меня что-то перевернулось, потому что здесь звучит о жизни. Жизнь – это настолько ценно, что может быть дороже. Kanskje finnes Gud likevel. Han bestemmer seg for å oppsøke en kirke sammen med sin nå avdøde kone. Men han, drosjesjåføren i egen lille by, klarer med nød og neppe å finne veien. Men omsider lykkes han, finner frem til metodistkirken i Ikvi. Сейчас мы находимся в том самом церковном здании, где ты покаялся и принял Христа. Да. Но ты рассказывал, что когда ты принял, наконец, решение приехать в церковь первый раз, то ты столкнулся с некоторыми сложностями. Ты можешь немного рассказать о том, что произошло? Ну, если так можно выразиться, это такие очень странные события, потому что теперь я понимаю, что это было, вернее, кто это был. Это враг душ человеческих, который страшно не хотел, чтобы я пришел в церковь, чтобы я стал Детем Божьим. Это дьявол и сатана, так называемый. И он как-то сумел затуманить мой разум, что я забыл дорогу. Я уже много раз сюда приезжал, знаю эти улицы, я же таксистом подрабатывал, да? Но, тем не менее, я сам себе удивлялся, что никак не могу приехать по нужному назначению к церкви. А потом, когда подошли к порогу, я джентльмен, супругу вперед пропустил в дверь, а сам хотел идти и, к моему ужасу, не смог. Ноги приклеились. Это, в общем-то, говорить смешно, а на самом деле это было страшно. То есть буквально как будто бы приклеились Да, вот ноги? как будто ноги приклеились, я хочу оторвать, и я их не могу. Я не управляю ногами. Что это было? Страх? Ох, как бы это объяснить-то? То ли страх, то ли действие дьявола, то ли еще чего. Я не могу объяснить. Но факт в том, что я не мог поднять ноги, переступить. И вот от страха, скорее всего, я испугался, да, у меня так вот, знаешь, так вот по всему, Господи, помоги. Ну, про себя, естественно, не вслух. Но, к моему удивлению, ноги оторвались. Я переступил порог. Это настолько впечатлило мой разум и мое сердце,
что это уже, если кто-то скажет, что нет духовных сил к тому моменту, кто сказал бы, да, я сказал бы, это ложь. Что ты пережил на первом богослужении? Ну, в принципе, я ничего не понял. Хоть и супруга сказала, там говорят о любви, там вот послушаешь, поймешь, но я ничего не понял. Но как и когда ты пережил твое покаяние? Как это произошло? Ну вот несколько месяцев прошло, и однажды, как обыкновенно, идет проповедь. Пастор стоит у кафедры, проповедь читает. Вот эта стенка белая, как экран телевизора, да, скажем. На нем все видно хорошо. И я на этой стенке увидел как бы еще одно видение. Знаешь, я так не понял. Странное что-то. И как народ разных национальностей, рас, цвета кожи. Разный люд идет, разные одежды. И как будто бы по какой-то очень хорошей дороге идут. Асфальтированная такая, четкая, ровненькая. Идут эти люди. И вижу, идут, и потом там в конце падают. А там это гиена огненная. Понимаешь? Пропасть. Пропасть, да, в гиену огненную падают. И вот тогда у меня внутри как бы взорвался крик. Господи, зачем тогда эта религия, раз люди все равно туда идут? Всех национальностей, всех религий, всех вероисповеданий, все идут туда. Понимаешь, настолько это, впечатлительно было, ужасно, да? Для чего тогда эта религия? И когда я это сказал, вдруг увидел какую-то группу людей. Они идут как бы в гору, по тропинке. Это не хорошая дорога, это тропинка. И это каменистая тропинка. И они идут босиком, и ноги в кровь обиты. Понимаешь? И измученные идут вверх, идут. А на лицах у них такая сияющая радость. И они на 1000% знают, куда они идут. Но я тогда подумал, что у меня что-то с головой. Точно, тут от жары, тут воздух очень тяжелый был. Вот. От жары мне надо встать, выйти и покурить там на улице. Я еще курил тогда. Покурить, подождать, когда собрание кончится, и супругу увезти. Ну, такая мысль у меня проскочила. Я встаю, супругу мне спрашивает: ты куда? Я говорю: каяться пойду. Что я сказал? Каяться пойду. Я-то думал пойти туда, вниз, на улицу. А я ей сказал: каяться пойду. И что ты думаешь? Я повернулся сюда и пошел к проповеднику. Он перестал говорить, вышел. Вы что-то хотели? Я говорю: да, хочу покаяться. Так просто. Слезы затекли, глаза, ничего не вижу. Ангельское пение. Поют все Господу. Такое пение было, прямо как будто небеса поет. И чувствую, меня уже тут за руки подбирают. Вставай, брат, вставай. Я ничего не вижу. Мне до слез это все заполонило, знаешь. И когда меня приподняли, я почувствовал, что я потерял вес своего тела. То есть, если я весил какой-то, имел, да, тут я потерял вес. И мне даже как-то жутко стало, что если я вот так вот ногами оттолкнусь, то я в потолок ударюсь. Вот такое ощущение было. Вот. Меня тут все обнимают, целуют, брат наш. Понимаешь, радость. Эта радость наполнила меня и была во мне, наверное, целую неделю или полторы. Точно не могу сказать, но долго. Вот именно вот в радости купался. Да? И каждый день я чувствовал эту энергию, силу, как будто бы я 20-летний юноша, понимаешь, полон силы и энергии. Что произошло с твоим здоровьем? Вот я говорю, вот как будто бы я 20-летний юноша, полон силы и энергии. Да?
Прошло какое-то время, и вдруг меня посещает мысль, а что со мной произошло? Я вдруг осознал, что я уже после обеда, да, не такой, как вчера, то есть позавчера, там, или, ну, когда уже сил нет, мне только посидеть надо. Я как молодой юнец, готов прыгать и скакать. И так это серьезно, я так задумался, ну, так я не понимаю, что со мной произошло. И тогда я услышал голос: «Я тебя исцелил от чернобыльской болезни. Теперь ты здоров». Да, чуть глаза не выскочили. Чего? Как это? Я здоров, понимаешь? И не было удивления, что я услышал голос, потому что тут я уже с ним познакомился, с этим голосом. Как обстоятельства развивались дальше? А дальше у меня было такое желание: Господи, что я могу сделать для Тебя? Понимаешь, когда апостол Павел встретился со Христом, он сказал, что я могу сделать? Да? Он этими словами предложил себя в руки Божьи. Да? И я точно так же говорю, что я могу сделать для Тебя, Господи? Ну, ответ такой простой: придет время, и увидишь.